Представьте, вашу страну оккупировали. Новая власть рассматривает вас в лучшем случае как трудовой ресурс. Она готова действовать максимально жестко, если вы не подчинитесь новому порядку. И перед вами встает нетривиальная задача – как сохранить себя и свое достоинство перед предельно враждебным режимом. Сегодня мы посмотрим, как эту задачу решало польское общество, ставшее первой жертвой Германии в годы Второй мировой войны. Твой родной язык польский. Ты не обязан под плетью учить язык врага. А если понимаешь его речь, не пользуйся ею. Не облегчай захватчику непрошенного пребывания на твоей родине. На все вопросы отвечай по-польски, неразумьем. Нельзя показывать врагу адрес или дорогу, разве только фальшивые. Германия напала на Польшу в сентябре 1939 года. Государство оказалось разгромлено, а его территорию поделили Германия и СССР. В немецкой зоне оккупации проживало большинство поляков. Там находились старые экономические и культурные центры Польши, такие как Варшава и Краков. Эти территории по большей части вошли в состав так называемого генерал-губернаторства, такое административное название с особым режимом управления для оккупированных территорий. Там не предлагалось никаких форм национального самоуправления, ведь власти Рейха считали саму идею польской государственности и вообще польскую национальную культуру изначально враждебными Германии и требующими максимального подавления. Вузы, театры, библиотеки – все позакрывали. В тех библиотеках, что остались открыты, изъяли все, что может, как говорилось, затруднить сосуществование польского и немецкого народа. Туда попали книги многих польских классиков. Заодно, на всякий случай, запретили переводы литературы тех стран, с которыми Германия находилась в состоянии войны. Ну ладно библиотеки. Самих носителей национальной польской идеи и культуры стали физически уничтожать. Часть интеллигенции, прежде всего гуманитарных университетских профессоров, расстреляли. Других изолировали в концлагерях. У немцев даже был отдельный термин для таких репрессий – «интеллигенц-акцион». Те, кому повезло, просто лишились работы, ведь вузы, научные учреждения, газеты, журналы – все позакрывали. Научные сотрудники распродавали мебель, журналисты шли в грузчики, преподаватели открывали кофейни и работали в них же. Но, несмотря на оккупацию, жизнь в Польше, конечно, не прекратилась. В городах работали водопровод и канализация, по улицам ездили трамваи. Население по большей части ходило на работу и создавало какие-то полезные с точки зрения оккупантов продукты. Даже оставались какие-то возможности для потребления сверхнормы, вроде тех же кофеин, например, несмотря на карточную систему. На улице и в публичных местах сохраняй достоинство и серьезность. Не смейся и не разговаривай громко, ведь ты можешь попасть на лукавые пропагандистские снимки врага. Никто не требует от тебя нападок и провоцирования врага. Ты должен быть сдержан и сосредоточен. Никаких улыбок. Вместо прежних закрытых газет вскоре появились новые, лояльные оккупантам. Должно же население узнавать о важных с точки зрения оккупанта новостях и о местных событиях из контролируемых властями источников. Предлагались и простые развлечения в кино и во вновь организованных театрах. О примерном репертуаре можно составить представление из сохранившихся афиш. Например, в январе 1942 года в Варшаве в кинотеатрах для поляков показывали такие фильмы: «Девушки из передней», «Отель влюбленных», «Королева окраины», ну и прочее в таком же роде. Это были немецкие фильмы категории «Б», если пользоваться голливудской терминологией. Непритязательные развлекательные картины, часто с элементами эротики. Примерно такие же по содержанию пьесы допускались и в легальных театрах. То, что может отвлечь поляка от ежедневных трудностей, но не дающее особой пищи для ума. Оккупационные власти стремились к тому, чтобы население генерал-губернаторства стало суммой лояльных единиц. То есть людей, которые спокойно принимают новые условия и живут, не вспоминая о дне вчерашнем и не задумываясь о завтрашнем. Польское общество оказалось в ловушке. Быть лояльными единицами люди не хотели. Попасть в неприятности тоже не хотели. И вот как в новых условиях должен поступать горожанин, который вынужден работать и содержать семью, чтобы, не навлекая на себя неприятностей, однако ощущать свое достоинство и принадлежность к родной польской культуре? Поляки нашли способ, придумав кодекс поведения. В чем он заключался, расскажу после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста.
Скоро длинные новогодние праздники. Кто-то за границу поедет, а кто-то, может быть, хотел бы где-то на зарубежных сайтах купить подарков. Но с российской картой это невозможно, их нигде не принимают. Компания MasterCard КЗ помогает в оформлении иностранной карты дистанционно. Обычно сделать это можно довольно быстро. В какой стране и в каком банке будет оформляться карта, зависит от ситуации. Тут все очень быстро меняется, заранее сказать сложно. Но это точно будет нормальная рабочая карта. Ее можно будет подключить к Google Play, оплачивать ею отели на Booking или на Airbnb, платить за Netflix, Spotify и iCloud, покупать товары в зарубежных магазинах. Такая карта подходит и для аренды машины, у нее есть БИН-номер. Пополнять ее можно через карты российских банков, например, Сбера. И выводить с нее деньги тоже можно в любой банк. Ну и, естественно, с любыми зарубежными банками она тоже будет работать. Если вы хотели бы сделать себе зарубежную карту, сейчас самое время. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать условия и получить скидку до 15 тысяч рублей по промокоду КАЦ. Хочу тут добавить. Я не первый раз размещаю эту рекламу. В прошлый раз после публикации этой рекламы в комментариях было несколько жалоб на компанию. Я связался с ее руководством, чтобы разобраться. Казалось, были проблемы в коммуникации. С недовольными клиентами связались и вопросы решили. Также мы договорились, что для моих зрителей сделают специальный телеграм, где будут быстро отвечать на все вопросы. Он в описании. Надо понимать, услуга нетипичная. Компания ищет банки, которые готовы открывать карты удаленно, и помогает это сделать. Это хоть и не нарушает никаких санкций или законов, но не всегда приветствуется, поэтому бывают непредсказуемые сложности. Если что-то идет не так, как планировалось, компания сразу возвращает деньги или предлагает альтернативные варианты получения карты. Еще раз, если хотите сделать зарубежную карту, то по ссылке в описании можно начать этот процесс, по промокоду КАЦ будет скидка. Весной 1940 года появились так называемые 10 гражданско-патриотических заповедей, на которые предполагалось ориентироваться полякам. В них предписывалось свести к минимуму любые контакты с врагом, если возможно, избегать любых форм коммуникации, включая бытовые любезности по отношению к незнающим местности и языка оккупантам. Такие заповеди, а позже и другие инструкции, как вести себя под властью оккупантов, создались не стихийно. Занималось этим подполье. В те годы в Польше была настолько разветвленная сеть нелегальных организаций, что принято говорить о существовании целого подпольного государства. В генерал-губернаторстве действовало и представительство правительства в изгнании, и отдельные военные с разведывательными структурами. У подполья были свои политические и военные организации, которые создавали главные политические партии Польши. А еще у подполья были деньги, которые буквально сыпались с неба. По соглашению с британскими властями правительство в изгнании отправляло в Польшу курьеров-парашютистов с ценным грузом, чаще всего с долларами, которые можно было легко обменять на черном рынке, а их хранение не вызывало вопросов. Такое ресурсное подполье сложно было игнорировать. Даже тем гражданам, которые политикой не интересовались. Время от времени подполье наказывало тех, кто нарушал предписания. Причем это был не самосуд. У них действовали военные и гражданские суды, рассматривавшие персональные дела. За особо тяжелые поступки выносили смертные приговоры. В 1941 году подполье издало Кодекс гражданской этики, импровизированный уголовный кодекс. По нему достойным казни считался, например, тот, кто, цитирую, «действенно сотрудничает с врагом в его борьбе, направленной против польского народа и государства». Или кто обращается к врагу с доносами на своих соотечественников. Одной из самых громких жертв вынесенного подпольем смертного приговора стал Иго Сым, известный актер из польско-австрийской семьи. Он был признанным секс-символом довоенного польского кино. В конце 20-х он работал в немецком кинематографе и, предположительно, тогда стал тайным сотрудником немецких спецслужб. С первых месяцев оккупации он сотрудничал с новыми властями, получил от оккупантов лицензию на открытие в Варшаве крупного театра «Комедия», а также на театры и кинотеатры только для немцев. То есть стал крупным менеджером шоу-бизнеса. И на этой позиции всячески помогал оккупационным властям проводить новую культурную политику. Самой известной услугой Иго Сыма стала помощь в привлечении польских актеров для съемок пропагандистского немецкого фильма «Хаймкер», то есть «Возвращение на родину». Сюжет такой. Немецкое меньшинство в довоенной Польше подвергалось всяческим притеснениям и издевательствам со стороны польских властей и местных. Спасением, конечно же, становится вторжение немецких войск в Польшу.
Фильм этот снимался в генерал-губернаторстве, и на роль польских негодяев немецкие режиссеры хотели поляков. Сым использовал самые разные аргументы в разговоре с актерами, чтобы убедить их сняться в этом позорном фильме. Предлагал приличный гонорар, путевки в санаторий в Италию на несколько месяцев, прибегал к угрозам. Он прекрасно знал подноготные разных актеров. У кого жена еврейка, у кого еще какие-то нежелательные для немцев анкетные данные. Угрозы эти Сым приводил скорее от себя. Никто из отказавшихся не попал под репрессии. Однако шантаж от имени оккупанта запомнился многим. В 1941 году Сыму был вынесен смертный приговор. Известна его реакция. Польский актер Богуслав Самборский, один из тех, кто согласился на съемки ради спасения еврейской жены, спросил его об угрозе казни. И Сым ответил: «Если запахнет жареным, я уеду в Вену, и пусть они меня там поцелуют со своими приговорами». Расчет оказался неудачным. 7 марта 1941 года Сым был убит в своей варшавской квартире. За некоторые действия кодекс приговаривал к исключению из польского общества. Так карались те, кто поддерживал с врагом фамильярное знакомство или любовные отношения. Либо те, кто без серьезной необходимости высмеивал и критиковал перед врагом права и обычаи польского народа. Такое выписывание из поляков означало, что в будущем выписанные не смогут занять никаких государственных или общественных должностей. То есть подполье заранее думало о будущем Польши и составляло такие вот списки. За менее значимые отклонения от морального кодекса нарушители обычно приговаривали к инфамии, то есть бесчестию. Им также могли сделать публичный выговор. Такой приговор кодекс предусматривал для тех, кто выражал удовольствие и хвалил какие-либо распоряжения врага. Фамилии таких нарушителей регулярно публиковались в нелегальных газетах. Никаких немедленных последствий такой приговор за собой не влек. Общество лишь призывали к бойкоту подобных личностей. Но понятно, чтобы тебя пропечатали в подпольной газете, скажем, за пьянство, должны быть какие-то особые обстоятельства. Не на каждого же алкоголика тратить вот этот вот ресурс. Приговоренный в любом случае понимал, если оккупация закончится, его имя останется в этих открытых списках. Посоветуйся со своей польской совестью. Если твоя работа как-либо укрепляет врага и помогает ему, откажись от этой работы. Многим в условиях оккупации приходилось работать бок о бок с немцами или под их руководством. Например, в созданных оккупантами бюрократических канцеляриях, где часто после долгих месяцев нищеты находили работу уцелевшие представители интеллигенции. Или в железнодорожном депо, или на почте. С точки зрения подполья, в идеале нужно было никак не соприкасаться с врагом при работе. Но такие требования были бы слишком жесткими, мало кто бы их смог соблюдать. Между голодом и остракизмом голод выберут очень немногие. Остальные же предпочтут работать, пусть даже и с немцами, лишь бы деньги были. Подполье это понимало и требовало от поляков лишь не работать в структурах, прямо вредящих польскому народу, не устраиваться в администрацию врага. В остальном на работе предлагалось не проявлять излишней инициативы, не стремиться делать карьеру и не получать повышение от немецких начальников. Работа у оккупанта ради хлеба насущного – горькая, но не пятнающая тебя жизненная необходимость. Желание повысить свой жизненный уровень ценой прилежного сотрудничества с оккупантом – мерзость, имя которой – оппортунизм. Предлагалось также не выносить на суд немцев споры и склоки с польскими коллегами. Кстати, это было общее правило поведения в оккупации. Любые споры между поляками нужно было решать по возможности без обращения к официальным структурам. И по возможности решать быстро. Права наследства, раздел имущества – все это лучше было решать полюбовно. И польским адвокатам прям выдавалось предписание, чтобы те склоняли клиентов решать споры путем переговоров. Хотя гражданскими делами продолжали заниматься польские суды. На работе по отношению к немцам предлагалось поддерживать, как это формулировалось, холод необходимых служебных отношений. Не помогать им, не давать подсказок. Например, вот что писал подпольный орган польских железнодорожников, обращаясь к коллегам. Нам нельзя помогать немцам. Пусть сами маются с решением сложных задач движения. Пусть ломают голову, как ремонтировать подвижной состав или пути. Пусть варятся в собственном соку, раз уж сами выбрали себе такую долю. Замечали ли немцы бойкот со стороны польского общества? Ответить на этот вопрос непросто. Судя по разным свидетельствам из писем или дневников немцев, для тех враждебное отношение местных жителей было скорее естественным фоном, не требующим объяснений.
К тому же у немцев был свой кодекс, издававшийся в Рейхе. Это были инструкции для военных и гражданских, командированных на польские земли. Инструкции эти строго предписывали поддерживать реноме расы господ, не вступать в равные товарищеские отношения с поляками, а на работе демонстрировать тот же холод необходимых служебных отношений. Нацистские моральные кодексы поощряли социальную изоляцию, и, вероятно, те немцы, кто строго инструкции соблюдал, даже не осознавал, что являются объектом бойкота. Но, как показывают примеры всех моральных кодексов в истории человечества, невозможно заставить людей твердо им следовать. Подпольная пресса неоднократно возвращалась к теме, существуют ли хорошие немцы. Оно резко критиковало тех, кто отвечал на этот вопрос положительно. Уже пару месяцев мы замечаем рост польско-немецких контактов. Наиболее частое объяснение – гитлеровцы – это преступники, но армия, но эти пожилые железнодорожники, но мой знакомый немец – это такие же жертвы режима, как и мы. Они по существу приличные люди. В нелегальных газетах регулярно прохаживались по полякам, которые отмечали вежливость немецких солдат, уступавших, например, места девушкам или делившимся с прохожими лишние папиросы. Газеты клеймили тех, кто замечал подобные признаки человечности, глупцами, забывшими все подлости, зло и жестокость. Подполье предписывало полякам быть гражданскими солдатами без страха и упрека. Не улыбаться на улице, не злоупотреблять алкоголем, держать себя в руках. Но так можно вести себя месяц, два, а может полгода, а потом человек просто не может соблюдать подобные кодексы, потому что и сами правила, и строгость их соблюдения постоянно менялись. Например, в начале оккупации для женщин считалось неприличным одеваться элегантно. Это рассматривалось как желание понравиться врагу и пренебрежение трагедией народа. Но спустя время красивая одежда и желание за собой уследить стало считаться проявлением достоинства польской женщины, вкладом в подкрепление национальных сил. Подполье постоянно и безуспешно стыдило поляков за посещение кинотеатров, где показывали низкопробные развлекательные фильмы и пропагандистскую хронику. Был даже такой лозунг «Только свинья сидза в кине», то есть «Только свиньи сидят в кино». Подпольщики проводили акции в залах, распыляли слезоточивый газ и во время паники обливали одежду зрителей кислотой или просто морали тех зрителей так, чтобы отстирать было невозможно. В условиях военной дороговизны и дефицита все это было очень серьезно. Но, несмотря на это, в кинотеатрах было битком. Людям требовалось хоть как-то развлекаться. Поэтому такие запреты от подпольного государства люди просто игнорировали. Однако это касалось не всех запретов. В целом, когда общество оказывается в крайне тяжелом положении, крайне важным оказываются любые проявления солидарности. Какие-то, быть может, незаметные, но коллективные действия. Получается, такой нужен моральный компас. Что хорошо в новой реальности, а что плохо. Организованное польское подполье и стало таким компасом. Сформулировало принципы, как следует вести себя обычному человеку, чтобы не терять достоинства и продолжать быть полноправной частью общества, которое желает атомизировать враг. Позже такие кодексы появились и в других оккупированных странах. Во Франции, в Норвегии. Потребность в составлении такого набора правил была, в общем-то, универсальной. Кодекс стал способом сохранить внутреннюю идентичность, не привыкать к тем правилам и нормам, которые пытаются навязать чужая внешняя сила. Однако успешным и эффективным такой кодекс мог быть только в том случае, если люди были внутренне согласны с правилами, которые в нем написаны. До завтра.